Карельская киностудия представляет. Новый день. Новые приключения. Новая работа. Погнали. Бомблю камыши джерковой резиной. Пока безрезультатно. Щука что-то как-то не реагирует вообще никак. Хочу поставить поменьше резинку. Выбрал вот такой золотистый Мактейл. Это Абу Гарсия. Ну, я прошел камыши возле входа в протоку, обкидал. Саму протоку тоже проверил. Щука не реагирует. Пока что никак. Надо поближе немножко подойти. Ветром сносит. Стоя я как парус. Буду сидя бросать. О, какая волна. Здесь вообще закуток. Но ветер не сдается. Который день уже. Глубина порядка 2 метров. И рыбы нет вообще никакой. Парни в лодке ловят напротив камней. Там же, где и вчера. Волна поднимается опять. Сегодня обещали 10-12 метров скорость ветра. Под самые камыши кладу. Не хочет. Поставлю мышь, наверное. Попробую. Ну, поменьше может поставить вот эту. Темную. Солнце светит. Так. Застежку застегнул. Все. Смочить ее, чтоб летела получше. Ну вот, я прошел всю вот эту кромку. И вообще ни одной поклевки, ничего нет. Вчера поймали трос и 2 цепи. Что-то Миша опять куда-то там полез. Весна, вертушка, 3-м номером. Если щука будет активна, в принципе, ее тоже не пропустить. Так, я кого-то изловил. Щука, что ли? Лещ. Лещ, похоже.
Ух ты какой! Вот это да, брат! Щука отдыхает. О! Нифига себе! Уловчик! Вот это щука! О! На вертушку. Такой полторашка, 1,5 килограмма. Вот. Ищу щуку с окунями, а тут лещи. О, блесна 3-го номера вертушка. Майкл Джексон. Расцветка. Фига себе. Да. Попробую еще какого-нибудь леща заловить. Поработаю пока мышью. Поставлю на меня колебалку. Грамм 30. Не, ну это не дело. Надо колебалку попробовать. На вертуху! На вертушку! Лещ! Такой, наверное, на 1,5. Да? Прям в самый берег положил. Я видел бутылку. Так. Колебалки. Большие колебалки. Наверное, возьму я вот такой. Да, вот такой вот. Люциус, по-моему, это или кто-то. Короче, это Blue Fox. В общем, это Blue Fox. Какой, я не помню. 35 грамм. Еще есть у меня, конечно, желтый Абу Гарсия Атом. Можно его попробовать. Пускай 2 тут и лежат. Не, Люциус, он длинный, а это... Ой, я не помню. Эссекс, по-моему. Точно, вот. Blue Fox Essex. Так, ну и тогда Люциус еще достану сейчас. Такой под окушка. Ух ты, какой пароход идет. Теплоход. Здоровый. 1, 2, 3, 4. 4 палубы у него. Это который вчера ходил, наверное. Тут экскурсионный. Петрозаводск, Кижи. Красивый. Какая-то рыба на колебалку взяла. Щука. Мелкая. Да. Ну вот, поставил колебалку и сразу вот такой шнурок. Ох, он
А не, жабры целые, вроде как. Сейчас буду делать операцию по отпусканию. Так. Как ты так умудрился-то, а? Ух ты, парень. О, ушел. Все отлично. Щеренок благополучно отпущен домой на 30-граммовую колебалку. Довольно жадно взял с второго, по-моему, заброса, с третьего. Так, ну немного развернул камеру. Может будет получше видно, если будет поклевка. На этот борт буду выводить. Вот сейчас облавливаю такой карман в камышах. По идее, там стоянка для щуки просто изумительная. Они любят такие прогалы и окна. Но никого пока. Там тоже хорошее такое место. Но ветер не сдается. Если щука там есть, она должна клевать. Не вот этот вот велосипедный насос, который вылетел на такую блесну. С голодухи, наверное. А нормальная рыба. Где вот она? О, есть! Есть! Прям по поверхности блесну тащил. И такая бах! Это, по-моему, покрупнее. Да. Да. О, давит. Ну, вот это килушечка. Сейчас. Опа. Есть. О, и отцепилась сама. Вообще отлично. О, блесна. Блесна работает. Ничего не ловит, ставя блесну. О, какая. А, ладно. Ну, такая, не очень большая. Вот. Класс. Щука есть. Подобрал приманку. Колебалка. Колебалка рулит. Так, ну я ее возьму. Рыбы у нас нет практически. У меня есть лещ. И теперь еще небольшая щучка. Классно. Я со всей рыбой, которую забираю, поступаю вот так вот. Нечего ей мучиться в пакете. Все, рыбу взял. Раз колебалка работает, надо искать щуку на колебло. Еще мне кто-нибудь попадется, а? Ну, она так взяла прям. Блесна зацепилась за камыш, немножко перехлестнулась. Я ее немного подтвичил, чтобы сбросить и перехлест убрать. И щука прям так долбанула. Хорошо, по злому. Была бы побольше, было бы поинтереснее, конечно. Но стояла как раз вот в кармане камышовом.
безудержно. И можно будет тогда на колебалку половить напротив базы по камышам. То, что я там ходил с резиной и с джерками, и ничего не было. Есть вероятность, что она возьмет там на колебло. Было бы неплохо сегодня проверить. Я, наверное, если мы на обед пойдем, во второй половине дня пойду по тем камышам. А сейчас вернусь и проверю по новой вот этот вот камышовый проход. Я решил потроллить немного. В общем, в дорожку немного. Небольшой отпуск шнура, колебалка. А вот, посмотрим, пока я иду к камышам, возможно, какой-нибудь щук захочет эту колебалку схватить. А почему бы ему и не схватить ее, а? Так, смена места, я смотрю, якорь вытаскивает. Колебло, да. Что-то спиннинг, трынь-трынь. Желтая. Желтая колебалка. Новый день рыбалки на Онежском озере. С утра штиль. Довольно тепло. И я решил выйти на большую воду. Буду искать щуку. Посмотрим, что за это будет. Как обычно. Всегда интересно, как щука отреагирует. Трава. Тут островок камыша посреди воды такой. Вокруг глубины метров 5. А здесь такой пупок нашел. Ну, вот решил обловить его. Но пока ни одной поклевочки. Место-то такое очень. Может, она сегодня днем выходит, а с утра ее здесь нет. Непонятно. Но обловить все равно надо. Камыши. Здравствуйте. Долго вас не было. А я там камыши облавливал. Как ваши успехи? Вот мы пришли, я два заброса сделал, 2 рыбы поймал. Думаю, камеру включать. Только камеру поставил, все выключил. Где же эти щуки, а? Прям такие вот кунево-щучьи места. Ни одной поклевки, а? Камыш, трава. Просто щука. Щуки должны сидеть. Что надо этой рыбе? Ну вот настоящий жабовник. А щуки нет. И ветерок такой. Небольшая волна. Пасмурно. Место щучье. А где щуки? Где все эти щуки? Ну как так-то? Удивительно, а? Туда, наверное, пойду к камышам. Залез я вот в такие водяные кущи. Но если здесь никого не будет, я не знаю, где искать щуку. Сначала попробую колебалку, потом поставлю резину
наверное. Сейчас попробую, может активная рыба какая есть. На колебалку собрать. Ну, райский щучий жабовник. Чего ей еще нужно? Можно, конечно, поставить незацепляйку и пробомбить вот те кувшинки у самого берега. Ой, друзья, поставил я вот вертушку проверить, что тут вообще есть. И клюнул вот такой окунек. Ну вот как так? Я тут, понимаешь, гоняюсь за крупными щуками, а тут вот такие вот окуни. Первая рыба за сегодня. Ау-ау-ау. Ну, что-то камера мудрит. В общем, здесь, наверное, не удалось их снять. Клюют какие-то микроокуни. И ни одной поклевки щуки. Вот они стучат по блесне, такие пам, в своем репертуаре, почти не засекаясь. Можно, конечно, блесну помельче поставить, но что-то мне не хочется ловить таких малышей. Сейчас еще несколько раз побросаю вертушку. Хочется найти щуку. Хорошую такую, жирную щучью. А не этих вот таких вот окушков. Щучий рай, щучий край, рдес там, еще какая-то трава. Сиди в ней и поджидай мелкую рыбу, чтобы ее съесть. А нет. Может, спиннербейт попробовать? Хотя тут есть такие пятна чистой воды, и так можно провести приманку. Да. Ну что ж, попробую еще колебалку. Поставлю, наверное, вот такую Абу Гарсия под окуня. Расцветка. Между кувшинок положил. И такая медленная проводка. Блесны. Колебалки. И тут так оп! И щука. Нету щуки. Можно поставить резину на офсетном крючке. Как вариант. Во. Есть такая большая и маленькая плотва. Маленькая плотва и большая плотва. Поставлю большую, конечно. О, красота.
Так, пусть чуть-чуть утонет. И так, медленно ее. Среди этих всех кувшинок протащить. И если здесь есть щука, она должна ее сожрать. Ну. Паузу дам. Вот. Снова медленно такая подмотка. Опять пауза. Удивительно. Где рыба-то? Где щуки? Не, ну в это сложно поверить, что в таком месте нету рыбы, ни одной щуки. Как будто мертвая вода. Да, не весело как-то. Что тут скажешь? Да ничего тут не скажешь. Щука не хочет есть. Вот и все. Как будто кто-то плещется, а никого нету. Ну что, попробуем окуня вытащить отсюда. Что, и окуня безразличны к приманкам. О, ну что ж такое-то, а? Карелия, Онежское озеро, рыбы. Просто черпай не хочу. А где она? Это рыба. А куньки-то где вы? Я вам уже блесну поставил 2-го номера. Че нос воротите? О, вот он. Он мелкий. Ну вот что это такое? Вот. Разве это рыба? Ну, что это? Освободился. Иди. Вот такие вот окуни бьют, а? Это они бьют по блесне. Уже по номеру 2 блесна, 2. И все равно не засекаются. Ну, там совсем микроокуни. Даже не знаю, что им предложить-то, а? Надо поставить Мэпс вот этот. О, Black Fury, который 3-го номера. Вот он. Ну вот. Вот такие вот. И то они очень неактивные. Они бьют в самый краешек блесны крючка. Ну, ну что делать-то? Просто даже если бы здесь была мелкая щука, она бы эту вертушку атаковала. Воблеры они вообще игнорируют. Рыбалка в пустой ванне. На улице дождь. Время чая. Рыба не клюет. Вообще.
Какой-то тоскливый день. Аж спать захотелось. Фу. Немного шоколада добавит настроение, может быть. Но вообще дождя сегодня не обещали. В этой поездке на Онежское озеро с рыбалкой как-то сразу не сложилось. Сначала мы по пути на озеро заехали на одну из речек в Карелии половить головля, окунь, щуку, там, форель. В общем, ничего этого не было. Я поймал несколько маленьких окуньков, ну, совсем таких вот детских. И щуренка длиной с карандаш. Воды было в реке очень мало, ну, наверное, на полметра ниже, чем должно было быть. 3 неделями раньше на этой реке клевала рыба, а мы приехали, уже никаких поклевок. Ребята ловили в проводку на опарыша, на червя, там ельца думали поймать, еще чего-то, ну, какие-то отдельные поклевки и все. В общем, мы оттуда уехали и приехали сюда, на Онежское озеро. Первый день был сильный ветер. Ну, мы пока расположились на базе. Пошли половить с пристани на поплавок. Несколько плотвиц таких поймали небольших, и все. Ни окуня не было, ничего. Только плотва. Второй день опять был сильный ветер. Мы опять ловили с мостков. Опять плотва, но уже закормились так хорошо. Какую-то плотву половили, и все. Вечером мы вышли на воду на лодках. Я камеру не брал, поймал одного окуня, одного щуренка, и все. Ребят тоже там какую-то мелочь половили. Вот, а на следующий день уже снимал полноценно всю рыбалку. Поймал крупного леща на вертушку, пару щучек на блесну. Ну, так, по мелочи тоже. На следующий день у меня был перерыв, где я никуда не ходил, а ничего и не клевало. И вот сегодня опять погода вроде хорошая. А рыба не клюет. Никак не можем найти щуку крупную. На жарки кидаю резину влезная. В общем, все подряд. Нету, тишина. Окунь неактивный, мелкий вот такой. Клюет. На блесну. Больше ее бьет. Воблер не хочет. Ничего не хочет. В общем, какой-то непонятный выезд. Сегодня 16 сентября или 17. В общем, середина сентября. На улице 20 градусов сегодня. А до этого было 25. Сентябрь, Онега. 25 градусов. Очень тепло. И рыба, может быть, не собралась еще в стае. Такая разрозненная, не хочет клевать. Непонятно. В общем, мы ищем. Может быть, найдем. Пока время еще есть. Друзья, я вроде нашел окуня. Стою. Меня, может, не очень хорошо будет. Не знаю, где он. Камера, наверное, один уже под саки. Вот такой вот.
срывается на раз. Есть. Главное не отпустить его. А то они потом не клюют. Все, готов. И сюда. Вот такой. Какие-то безумные рыбы. О. Есть. Опа. Ну, этот маленький совсем. Ай. Цепляйся. О. Пускай пока в садке поплавает, в подсачке точнее, чтобы мне не пугало остальных. Ну вот, зацеп. Сейчас попробую отстрелить. Отпустим этого парня. Слушай, приятель, ты там позови всех больших, старших братьев, дядю с тетей, там, бабушку даже можешь позвать с дедушкой. Ага, давай. Сейчас проверим. Есть! Класс! В отвес. Смотрите какой. Погнали. В отвес. О, есть. Не, зацеп. Прямо под лодкой. Там камни. Я думаю, мой тройник там наглухо заштопорился. О. Так, сейчас попробую отцепить. Опа, есть. Так. Вертушка с рыбкой есть. Вот такая. Сейчас попробую ее. Нет, это ему не нравится вообще никак.
Джиголовка. Есть у меня джиголовка с собой. Нет, джиг он не хочет вообще. Никак. Есть. Ага, захотел. Ну, мелкий. Этот совсем маленький. Все. Вот что стало с резиной. Я-то думаю, что поклевок нет. Сейчас проверю. Если они так жрать будут, то ну его нафиг. Поставлю блесну. Так. Где эта пачка? Вот она. Здесь бы же головку с открытым крючком. Где б такую взять, сидя в лодке? Каждый раз на рыбалке новые открытия. А вот Миша-то вчера джиголовки брал. 8-граммовые. Вот бы у него подрезать-то вчера. А? Так, после перерыва новый окунь. Опа. Ха-ха-ха. На новую колебалку. Вот так. Уж жадно-то как заглотил. Я нашел точку. Окунь есть. Вот он. О, этот уже получше. Ого! Ой, симпатичнее. Лучший за сегодняшний день. Если завтра будет ветер, и здесь будет встать, я буду с берега ловить. Потому что тут окуновая точка. Я ее вот заприметил. Они тут все время есть. Главное, чтобы они были активные. И наловить их ведром. В удовольствие.